Всем добрый день, с вами Татьяна. Сегодня я буду вязать вот такие вот следочки спицами. Мысок связан укороченными рядами на размер 36, 37, 38. На 38 будем добавлять по длине. Вот так вот выглядит. Сейчас я сразу его замеряю в сантиметрах, пока не забыла. Полностью весь следок у меня 22 сантиметра в спокойном состоянии. Растягивается. Еще раз. До 25. Значит, если размер большой, 40, увеличим по длине и по ширине. Можно добавить пару петель по мыску или же по подошве. Смотрите, вот это у меня большой размер на 40. Я по длине добавила на 4 ряда больше, сделала длину вот эту вот. И по мыску добавила 2 петельки. И вот разница в 2 сантиметра. Значит, использовать что я буду? Пряжа у меня в этот раз. Какая у меня пряжа? Это турецкий акрил. Бон-бон. В 100 граммах 240 метров. И основной цвет у меня был 230 метров. Вот это Рафиль Флора. 230, да, в 100 граммах. Акрилик. Спицы у меня 2 спицы буду вязать. Номер 2,5. Верх буду обвязывать на 5 спицах. Значит, в процессе вязания некоторые детали измеряла в сантиметрах. Мысок отвяжу попетельно. Начало. Ну вот и все. Переходим к просмотрам. Идем вязать. Вязание я начну с мыска. Сначала отвяжу переднюю часть, мысок провяжу. Потом провяжу подошву. Потом наберу петли и перейду на боковые стороны, свяжу полностью все полотно до пятки и закончу это дело пяткой. Значит, сейчас что я делаю? На спице номер 2,5 я набрала 24 петли. Если размер большой, 40, наберите 26. Вот у меня схема на 24 петли. Буду вязать укороченными рядами. Значит, мысок у нас будет состоять из 3 клиньев. Каждый клин. Вот одна половинка клина и вторая половинка клина. Сначала мы будем укороченные ряды убавлять по 2 петельки, потом будем прибавлять. И второй клин точно так же. И третий вот повторяется. Значит, набираем 24 петли. Основным цветом я набрала. Так, схему можно заскриншотить. Далее второй ряд. Сейчас у нас будет идти первый ряд узора. Первые 18 петель я провяжу основным цветом. У меня это белый цвет. Если размер большой и у вас тут на пару петель получилось больше, значит, соответственно, на пару петель больше. Не 18, а 20 провяжете и так далее по схеме будете прибавлять на пару петель больше. 18 петель провязываем белым цветом. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18. Не довязывая 6 петель, я остановилась. Далее 4 петли зеленым цветом, подвязали зеленый цвет. И последние 2 петли провязываем коричневым цветом. У меня коричневый, у вас может быть другой. Так, кромочную провязываю изнаночной. Развернулись на изнаночную сторону. Все вяжу лицевыми петлями. Полностью весь следок будет лицевыми петлями у меня. Первую снимаю. Каждый цвет над своим цветом провязываем. Перебрасываем ниточки, чтобы здесь не было дырок никаких. Подтянули. Все, коричневые 2, 4 зеленым провязали. И все до конца ряда оставшиеся петли провязываем белым цветом. Я первые пару рядов начала изнанки покажу. Потом уже, чтобы время не терять, не растягивать это дело, буду показывать только лицевые ряды, там где у нас меняется узор. По изнанке вяжем без изменений.
узор меняется только по лицевой стороне. Так, довязываем белым до конца. Пришли на лицевую сторону, второй ряд узора сейчас будет. Я вот себе, как всегда, нарезала ниток таких длинных, чтобы кубки потом не распутывать. Я просто вытаскиваю эту нитку в конце ряда. Мне так удобнее. Ну или же маленькие клубочки перекидывать. Значит, второй ряд узора. Сейчас сразу красную нить приготовила. Первые 10 петель провязываю белым цветом. Первую снимаю, считаю 10 петель вместе с кромочной. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Далее 3 петли красным цветом. Три белым. 4 петли провязываем зеленым. И 2 коричневым. Не здесь перебрасываю, вот так вот, перекрещиваю. Осталось у меня 2 коричневых петли. Далее оставляем по 2 петли и возвращаемся. Значит, по изнанке теперь я буду вязать с накидом. Снимаю петлю, вот, делаю накид небольшой. Ну или можно же эту петлю просто перетягивать вот так вот, кому как удобно. И продолжаю опять все изнаночную сторону. Вяжу лицевыми все. Коричневым, зеленым, красным, белым. Так, идем в конец ряда. Провязываем второй ряд с изнаночной стороны. Так, красным провязали, что у нас тут белый остался. Все, далее довязываем белым до конца. Так, довязали изнанку, кромочную провязываю изнаночной, развернулась на лицевую сторону, третий ряд узора, первые 9 петель провязываем белым цветом. Так, 1, далее считаем, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 петель провязали, 2 красным, 1 петля желтым, и опять 2 красным. Далее 4 петли зеленым цветом. Две коричневым. Ряд закончили, разворачиваемся. Осталось опять у нас 2 петли недовязанных. Перешли на изнаночную сторону. Все вяжем по узору лицевыми петлями без изменений. Все провязываю лицевыми. Так, третий ряд довязываем изнанку. Четвертый ряд узора, лицевая сторона. Первые 7 петель провязываем белым цветом. Семь петель провязали, 3 петли желтым,
3 петли красным, 3 петли белым, основной цвет, и 2 петли коричневым. Так, здесь зеленый можно перебросить. У нас его пока больше не будет. Так, 3 белым провязала и 2 коричневым. Заканчиваем ряд 2 коричневыми петлями. Все, не довязали. Развернулись. Опять провязываю все лицевыми по узору без изменений. Это у нас 4-й ряд, изнаночная сторона. Довязываем ее до конца. Пятый ряд узора. Первые 6 петель провязываем основным цветом. 3, 4, 5, 6. 2 петли желтым. 1 красным. И опять 2 желтым. 3 белым. 2 коричневым. Закончили ряд, разворачиваемся, изнаночная сторона, 5-й ряд по изнанке, вяжем все по узору без изменений. Подтягиваем это все. Лицевая сторона, 6-й ряд узора, первые 4 петли провязываем основным цветом, у меня это белый. Далее 3 петли красным. 3 петли желтым. 2 белым. 1, 2 белым и 2 коричневым. Все, закончили ряд. 6-й ряд, изнаночная сторона, все вяжем по узору, провязываем изнанку. 7-й ряд узора, первые 3 петли провязываем белым цветом, опять вместе с кромочной. 1, 2, 3, 3, 2 красным, повтор, опять цветочка идет, 1 желтым, 2 красным, 2 белым, 2 коричневым. Так, это у нас 7-й ряд. Разворачиваемся наизнанку, вяжем по изнаночной стороне. 8-й ряд узора, первые 4 петли вместе с кромочной белым цветом. 1, 2, 3, 4, 4. Так, далее 3 петли красным.
1 белым и 2 коричневым. Так, это 8-й ряд у нас был. Развернулись, провязываем по изнаночной стороне. Так, 8-й ряд довязываю. Переходим на лицевую сторону. Что у нас дальше? 9-й ряд. Первые 6 петель провязываем белым цветом. 1, 2, 3, 4, 5. Здесь красный цвет я перебрасываю, чтобы потом не протягивать. 6. 6 белым и последние 2 коричневым. На этом полуклин у нас будет закончен. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 петель у меня. Сейчас будем вязать вторую половинку клина. Так, развернулись и вяжем изнанку. 9-й ряд. Так, пришли на лицевую сторону. Закончила я вот такой вот полуклин получился. Теперь нам сейчас нужно что сделать? Смотрите, все вот эти вот укороченные ряды, убавленные петли, сейчас все эти провяжем. Вот я вначале сейчас провяжу 5 петель вместе с кромочной белым цветом, далее 2 коричневым, и все оставшиеся петли до конца провяжу белым цветом. Далее я начну вязать вторую половинку клина, буду делать подъем. По 2 петельки буду в каждом ряду добавлять. Вот так вот. И потом у нас процесс весь начнется сначала. Значит, сейчас что у нас здесь в начале? 1, 2, 3, 4, 5. И опять я начну здесь отсчет, чтобы не запутаться. Первый ряд буду считать опять вот здесь вот. Новый клин. Буду отсчитывать сначала. Так, 5 петель провязываем белым цветом сейчас. Далее 2 петли коричневым. Остальные все провязываю белым. Так, вот следующую петлю провязываю белым. Далее у меня остается, я петлю с накидом провязывала по изнанке, вот этот накид у меня остается. Я его провязываю со следующей петлей. Провязала. Опять одну петельку провязала. Накид опять у меня идет. Провязываю со следующей петлей. Я укороченные ряды делала с накидами, чтобы не было потом дырочки. Вот так вот получается. Вот так вяжу до конца ряда. Одну провязала, накид провязываю со следующей петлей. Одну провязала, накид со следующей петлей. Главное не пропустить. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, опять накид 23 и последняя кромочная 24. Собрали все, повернулись наизнанку, все провязываем лицевыми и коричневым цветом, понятное дело. Так, изнаночную сторону вяжем без изменений, все по узору. Довязываем этот ряд до конца.
Перешли на лицевую сторону, вяжем вторую половину нашего клина. Теперь опять 6 петель белым и 2 коричневым. 8 петель. Я заканчивала клин. 8 петель у меня было в конце. И точно так же начинаю. Заканчивала 2 коричневых было и 6 белых. И начало такое же. Так, первую снимаю. Опять у меня первый ряд получается нового клинышка. Первая, вторая, 3, 4, 5, 6. 2 коричневых. 6 белых, 2 коричневых. Развернулись. Опять сделала накид. Провязываю все лицевыми. Второй ряд. Первые 4 петли белым цветом. 1, 2, 3, 4. 3 красным. Одна белым. Основным цветом одна. И 2 коричневым. Добавляю сейчас 2 коричневых петли. Вот у меня остался новый накид. Я повороты с накидами делала, еще раз повторюсь. Провязываю одну коричневую и вторую. Развернулась. Все, вяжем изнанку. Второй ряд это у нас. Довязываем изнанку по узору без изменений. Так, лицевая сторона, третий ряд узора. Первые 3 петли белым цветом. Две красным. Одна желтым. Две красным. Две белым. Две коричневым. Прибавляем 2 петли. 2 коричневым прибавляем. Раз прибавила, еще одну прибавила. Развернулись. Это у нас какой третий ряд. Провязываем по изнаночной стороне. До конца ряда вяжем. Так, лицевая сторона, четвертый ряд узора. Первые 1, 2, 3, 4 белым цветом у нас. 3 петли красным. 3 желтым. 2 белым. 2 коричневым. Прибавляем 2 коричневых петли. Одну прибавили и вторую. Развернулись. На их бросила нить и изнанку провязываю все лицевыми без изменений. Все вяжем по узору. Заканчиваем четвертый ряд по изнаночной стороне. Так, пятый ряд узора. Первые 6 петель белым цветом основным. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 желтым.
1 красным, ой, жарко прям, нитки прилипают, опять 2 желтым, 3 белым, 2 коричневым. Добавляем 2 коричневых петли. Одну коричневую провязали и вторую. Развернулись. 5 ряд довязываем изнанку. Провязываем ряд до конца. 6 ряд узора. Первые 7 петель провязываем белым цветом. Семь петель провязали, 3 желтым, 3 красным, 3 петли белым, остался у меня в конце ряда накид, провязываю сейчас, добавляю 2 петли коричневым цветом, и на этом 6 ряд все, 1 коричневым, 2 коричневым. Развернулись, вяжем изнанку, 6 ряд заканчиваем по изнаночной стороне, все до конца ряда провязываем по узору. 7 ряд узора, первые 9 петель провязываем белым цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 провязали, 2 красным, 1 желтым, 2 красным, 4 у нас 4 петли зеленым. Вот смотрите, я забыла протянуть зеленый цвет, остался в самом низу, чтобы не делать большой протяжки. Если нитку где-то большое расстояние осталось, забыли, я ее подтягиваю крючком под петельками, вот так вот. Поэтому у меня нитки все отрезанные. Если у вас клубочки, то, конечно, нужно в каждом ряду перебрасывать, не забывать. Так, 2 красных мы провязали, далее 4 зеленым и 2 коричневым. Осталось у меня на спице накид 1 коричневый остался. Добавляю я 2 коричневых петли, накид провязываю сразу со следующей петлей, 1 коричневую провязала, подтянула, 2 провязала, все. Это у нас 7 ряд. Разворачиваемся, вяжем изнанку по узору. Так, что у нас дальше? 8 ряд узора, первые 10 петель провязываем основным цветом, у меня это белый. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 петель провязали, 3 петли провязываем красным, 3 белым, 4 зеленым, 2 коричневым. Добавляю последние, предпоследние 2 петли, 1 коричневым и 2
Так, все, осталось 2 петли две петли на спице, которые слетели. Провязываем изнаночную сторону все лицевыми по узору. Это у нас, опять повторю, какой был 8-й ряд. Так, 9-й ряд. Это последний ряд у нас. Сейчас клин будет закончен. Опять первые 18 петель провязываем белым цветом. Далее 4 зеленым и последние 2 коричневым. Значит, сейчас 18 петель я провяжу белым. Провязала 18 петель, что-то у меня с голосом, 18 петель белым цветом. Дальше 4 зеленым. 2 коричневым. Остался у меня накид. Так, 1 коричневым провязываем. И 1 кромочная осталась. Я ее тоже провязываю коричневым. Вот они, 2 коричневых петли. Как мы делали в начале в самом, так мы здесь и закончили этот клин. Все. Вот так получилось. Теперь опять по изнанке все вяжем по узору. Первую снимаем, провязываем все петли. Так, все, клин закончили. Сейчас мы провяжем 3 таких клина. У нас сейчас пойдет повтор с первого ряда. Смотрите, где мы остановились. Вот у меня 9-й ряд. Первую половинку из 9 рядов я отвязала вместе с вами. Вторую половинку отвязала. Вот, для наглядности. Это мы сейчас все отвязали. Теперь идем дальше. Повтор с первого ряда. Следующий клин точно такой же. Повторяем. Вот первый ряд, он у нас без убавок был. Повторяем. И так далее. Первый, второй. И опять возвращаемся в начало. Значит, сейчас провяжем так 3 клина. Я к вам вернусь. Будем вязать подошву. Еще раз я вам схему. Ну, в принципе, здесь уже схема не нужна. Так, закончила вязать мысок. Провязала я 3 полных клина. Последний ряд провязываю белым цветом. Точно так же, как и начинали. Теперь закрываю петли. По изнаночной стороне закрою все петли. Обрежу нить и перейду на подошву. Сразу вот 2 петли провязала вместе. Набросила. Опять провязала. Закрываем петли. Так, обрезала нить. Что у нас здесь в высоту получилось? 9,5 сантиметров у меня. Теперь переходим на подошву. Вот центр. Нашли центр. От центра 9 петель я буду вязать подошву. 1, 1, раз, 2, 3, 4. Подвязали ниточку. Можно набирать спицей, можно крючком. Набираю петли. Набираю 9 петель. Так, 5, 6, 7, 8, 9. Все петли, все ряды я буду провязывать лицевыми петлями. Так, провязываю до предпоследней петли, все вяжу лицевыми. Так, последняя петля. Теперь вот у нас проходит косичка по краю. Подхватываю одну дужку, которая задняя дужка. Вот задняя. Подхватываю, где она здесь была. И с последней петлей с подошвы 2 петли вместе соединяю лицевой петлей.
развернулась. Опять все вяжу лицевыми. Первую снимаю, все провязываю лицевыми. Последнюю петельку буду соединять с петелькой с боковой, не спицы, с боковой части. Так, последняя. Теперь первая, вторая. А здесь за первую получается. Первую подхватила, 2 вместе провязала изнаночной. По лицевой стороне изнаночной соединяю, по изнаночной стороне лицевой петлю еще раз сейчас пройдусь, а там уже дальше будете соединять, вязать. Так, последняя петелька, подняла одну дужку, вот она, 2 вместе провязываю, плотненько здесь подтянула, ну, сильно не затягивайте, чтобы не было волнисто сильно. Так, первую сняла, опять все вяжу лицевыми. Так, последняя петля. Подняла. По лицевой стороне соединяю изнаночной. Все так провяжем, соединим всю подошву. Вот вам в готовом виде показываю. Вот такая вот подошва получится. Так, вяжем, пока дойдем до последней петли, я к вам вернусь. Закончила соединять петли подошвы. Теперь здесь у меня вот еще осталась одна петля. На этой стороне я закончила. Сейчас с каждой стороны, с боковой, сначала вот с правой, потом с левой, я наберу петли. Всего у меня будет 53 петли. По боковой стороне по 22 петли получится набрать. Под 2 дужки ввожу крючок, захватываю ниточку, набираю петельку. Один, два. Было 24, осталось 22. Почему? В шов ушла петля, и когда закрывала, тоже одна петля здесь вот пропала, так сказать. Так, 4, 5, по одной, по одной. Так, наберем петли до конца. Так, набрала петли. Теперь все вот эти вот набранные петли я провяжу изнаночными. Петли по подошве я провяжу лицевыми и наберу на второй стороне. Так, провязываем. Так, провязала петли подошвы лицевыми, и теперь набираю с этой стороны. Ввела крючок, захватила ниточку, вытащила, набрали одну, еще опять под крайней вот этой вот дужкой. Значит, сейчас я провяжу, наберу петли, провяжу изнаночные все лицевыми, и еще один полный ряд провяжу лицевыми петлями. Потом, что я буду делать, с боковых сторон вывяжу небольшой еще узор. Но это опять же при желании. Значит, сейчас что мы делаем? Набираем петли до конца, провязываем 1-2 ряда лицевыми петлями. Потом я вот такой вот узор провяжу. Если большой размер, можно 2-3 ряда здесь провязать, разместить. Можно этот узор не вязать, просто основным цветом вязать до самой пятки полотно. Это уже по желанию. Точно такие же цветочки, как вот были здесь, только добавлены еще листики. Я сейчас с вами начну этот узор вязать, а дальше уже будем вязать сами.
Значит, сейчас что я сделаю? Добираем петли и пару рядов провяжем лицевыми. Так, продолжаем вязать дальше. Я перешла на круговые спицы. Значит, смотрите, сейчас я буду вязать. Это какая сторона? Если от себя смотреть, левая получается. С одной стороны, вот первая. От начала я отступлю 5 петель. Это уже по вашему желанию, усмотрению. Можно и 3 петли отступить. Роли не играет. Далее провяжу узор 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 петель. Вот такой вот узор. Далее провяжу все полотно основным цветом. И со второй стороны, только уже в зеркальном отражении, переворачиваю схему. И вторую сторону точно так же провязываю, не довязывая 5 петель до конца. Вот начну вязать вот этот вот узор. Значит, сейчас что мы делаем? Вяжу по схеме. Так, первый ряд. Первые 5 петель провязываю основным цветом. И еще 3 петли основным цветом и 1 зеленым. Один, два, три, четыре, пять. Еще 3, 8 петель белым провязала. Теперь 1 зеленым. Точно так же все вяжем лицевыми петлями. Далее все вяжем основным цветом, не довязывая со второй стороны 8 и 1, 9 петель не довязывая. Остановимся. Провяжем 1 петлю зеленым цветом и оставшиеся 8 петель провяжем белым. Значит, сейчас вяжем все белым цветом. Так, пришли на вторую сторону. Осталось у меня здесь 9 петель до конца. Одну провязываю зеленым, оставшиеся 8 петель довязываю все белым цветом. Переходим на изнаночную сторону. Изнаночную сторону мы вяжем по узору без изменений, точно так же, как вязали мы мысок. Значит, это у нас такой был первый ряд с 1 зеленой петлей. Так, довязываю до конца. Последнюю кромочную провязываю изнаночной. Перешли на изнаночную сторону. Первую снимаю. Все, далее вяжу по узору. Но здесь узора еще нет. Ну. Так, вяжем весь ряд до конца лицевыми. Второй ряд. Продолжаем. Первую снимаю. Вместе с кромочной 5 петель белым. 1, 2, 3, 4, 5. 2 зеленым. 1 белым. 2 зеленым. 2 белым. 3 петли красным. Так, далее все провязываем белым цветом. Переходим на вторую сторону. Вяжем до второго узора основным цветом белым. Перешли на вторую сторону, не довязывая 6 петель. Вот перед зеленым цветом у меня остается 6 петель белым. Подвязываем красный цвет. 3 петли красным провязываем. 1, 2, 3. 2 белым. 2 зеленым. 1 белым. И опять 2 зеленым. Оставшиеся 5 петель провязываем белым цветом. Так, второй ряд закончили. По изнаночной стороне второй ряд провязываем по узору без изменений. Так, третий ряд. Пришли в начало ряда. Что мы сейчас провязываем? 5 петель и 1. 6 петель провязываем белым цветом. Далее 2 зеленым, 1 белым, 1 зеленым, 1 белым.
И начинаются у нас такие же цветочки, как мы вязали на мыске. Значит, сейчас свяжу 6 петель белым. Так, провязали 6 белым, 2 зеленым, 1 белым, 1 зеленым, 1 белым, 2 красным, 2 что у нас здесь? 1 желтым посередине идет. Все, начало с вами провязала, а дальше уже все точно так же будет повтор тех же цветочков, что мы уже отвязали. Так, 2 красных провязали, 1 желтым и дальше опять 2 красным. Провязали. Все. Далее свяжем все основным цветом. Идем на вторую сторону. И точно так же повторяем, только в зеркальном отражении. Пришли на вторую сторону. Перед красным осталась 1 петля у нас белым сейчас. Значит, что мы делаем? 2 петли провязываем красным. Что по схеме дальше? 1 желтая, 2 красным. Провязываем 1 желтым, 2 красным. Так, далее что у нас идет? 1 белым, 1 зеленым, 1 белым, 2 зеленым. Ой, какой ветер, открывала все. Должно у нас остаться 6 петель белым, 5 и 1. 6 петель провязываем оставшихся белым цветом. Все, по изнаночной стороне мы вяжем все по узору без изменений. Узор меняется только по лицевой стороне по схеме. Начало я с вами провязала. Далее все эти 3 цветочка точно так же, как мы вязали на мыске. Если вы со мной связали мысок, это не сложно. Значит, это вот эта вот сторона. Можете сразу остановить видео, взять схему. А это первая сторона. Значит, я сейчас провяжу до мыска. У меня всего в высоту будет 22 ряда, 22 зубчика. Вот по зубчикам, по дорожкам вот этим вот посчитать до пятки. От мыска от этой стороны до пятки 22 зубчика. На размер 39-40 я провязывала 25-26, что-то в этом районе, точно не помню. Значит, провяжем сейчас длину до пятки. Я к вам вернусь и закончим следок. Вяжем. Так, провязали нужную длину до пятки. Что у нас здесь получилось? Вот так вот. Теперь разделяю вязание. На каждой спице у меня здесь 20 петель, здесь 20 петель и посередине 13 петель. Пятку буду вязать на 13 петлях. Точно так же поточной вязкой, все лицевыми петлями. Значит, сейчас 20 взяла на одну спицу, провязываю средние 13 петель и последнюю петельку буду закрывать точно так же, как я вязала подошву. 2 вместе соединять. Так, 13 петель провязываем. Так, последняя петелька.
Соединяю с петлей из боковой спицы, 2 вместе провязываю изнаночной. Перешла на изнаночную сторону, опять провязываю средние 13 петель и 13 петлю соединяю с петлей из боковой спицы, 2 вместе провяжу лицевой по изнаночной стороне лицевой петлей. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 петля, 2 вместе провязала лицевой, соединила. Все, опять перешла на лицевую сторону, опять провязываю 13 петель и крайние соединяем. Так соединим все петли до конца. Вверху, не довязывая 4-5 петель, можно убавить несколько петель по пятке, чтобы не сильно широкий был верх. Я убавлю, оставлю 7 петель на пятке. Значит, так, что сейчас делаем? Вяжем пятку, закрываем петли, соединяем боковые петли. Довязываю пятку. В конце у меня осталось 6 петель. Я в начале ряда первую сняла, убавлю по одной петельке в начале и в конце ряда 2 вместе провязала. Вяжу дальше, не довязывая 3 петель, 2 провяжу вместе и кромочная останется. Так, осталось 3 петли, 2 провязала вместе, убавила, соединила последнюю, подтянули, продолжаем вязать дальше. Так, закончили вязать пятку, закрываем петли, по 2 вместе провязываю, закрываю. Сразу подвязываю контрастный цвет. Сейчас буду обвязывать вверх. Так, последнюю закрою контрастным цветом сразу. И по всему верху на 4 спицы наберу сейчас петли. У меня будет 60 петель. Первый ряд провяжу контрастным цветом коричневым у меня, изнаночными. Далее провяжу все белым лицевыми. Всего провяжу 11 рядов. 12 ряд опять провяжу коричневым и примонтирую с изнаночной стороны. Значит, сейчас что делаем? Под 2 дужки ввела крючок, захватываю ниточку, набираю петли. Коричневым цветом провяжу 1 ряд изнаночными, все остальные ряды белым лицевыми буду вязать. Так, набираем петли, провязываем. Закончила я делать обвязку. Высоту провязала всего 3 сантиметра. Теперь выворачиваю это все наизнанку. Аккуратненько эти спицы разравниваем, расправляем. Так, теперь снимаю первую петлю со спицы, подхватываю самую первую, вот она у нас коричневая петелька, мы набирали коричневым петли, и закрепляем, подвязываем. 1 раз протянула и 2. Опять одну сняла. Подхватила петельку и соединила их. Одну со спицы, одну петлю самого первого наборного ряда и соединили. Так по одной закрепим всю эту обвязку. С помощью этой обвязки следок очень хорошо сидит на ноге, не сползает.
держит его хорошо, поэтому я рекомендую всем ее вязать. Я практически в каждой модели ее применяю. Немножко времени занимает, но оно того стоит. Так, что-то я разошлась. Ну вот и все. Закончим. И на этом, девочки, сегодня все. Я буду заканчивать. Так вот. Все. Вот такая вот должна получиться. Всем пока-пока. До новых встреч. Спасибо за просмотр. Всем мира и добра.